Сегодняшнее видео о политике, который спас свою страну. После длительного периода нестабильности, нищеты и запредельной преступности, он, победив на честных президентских выборах, сильной рукой поборол главную проблему государства и общества – терроризм. Его рейтинги чрезвычайно высоки, его власти ничего не угрожает. Но он решил силой подчинить себе парламент и СМИ, увеличил президентский срок, а собирается править вечно. Речь не о 2004 году и не о России. Поговорим сегодня про Наиба Букеле. Он президент государства Сальвадор и нередко попадает в мировые заголовки. Букеле посадил 80 тысяч человек. Букеле разрешил платить биткоином. Букеле стал главным союзником Трампа. И да, огромные рейтинги поддержки – это тоже правда. Но есть в этой истории, как вы могли уже предположить, важный нюанс – методы достижения целей. Обсудим сегодня, что происходит в Сальвадоре и что там делает этот Букеле. Сальвадор – небольшая страна в Центральной Америке, рядом с Гондурасом и Гватемалой. Население 6 миллионов человек, площадь – половина Московской области. Как и соседние страны, Сальвадор успел побывать испанской колонией, потом стал независимым, пережил некоторые политические пертурбации и в 20 веке прошел через гражданскую войну. После войны установилась кое-какая демократия, но появилась новая проблема – преступность. Огромное влияние получили организованные преступные группировки. Самые крупные из них – Мара Сальватруча или МС-13 и Мара-18. Занимаются они классическими бандитскими делами – от наркотрафика и проституции до заказных убийств. Что интересно, обе банды появились в США, в Лос-Анджелесе, старанием сальвадорцев и других латиноамериканцев. Потом бандитов массово депортировали, они пожали плечами и стали заниматься своим бандитствованием на родине. Ну а Сальвадор – это вам не США. Там не было миллионов копов с БТРами и храбрых федеральных агентов, про которых снимают сериалы. Банды богатели, расширялись и стали кошмарить народ. Рэкет, похищение, насильное вовлечение в преступность, дичайший уровень убийств. В 2015 году в стране убивали в среднем одного человека в час. Все это стало ежедневной реальностью практически для каждого сальвадорца. Правительство не справлялось. В городах появлялись так называемые красные зоны, куда полиция вообще не заглядывала ради собственной же безопасности. Так страна и жила до недавних пор, до появления на политической сцене сильного лидера с крепкой рукой. Сильный лидер с крепкой рукой – тот самый Наиб Букеле. Молодой и энергичный политик, которому на момент избрания в 2019 году было всего-то 37 лет. Изначально он занимался маркетингом и рекламой, в том числе для одной из сальвадорских политических партий – ФМЛН. Она наследница повстанцев времен Сальвадорской гражданской войны. С этой же партией Букеле и решил пойти в политику. Избрался сначала мэром одного из округов, потом стал мэром столицы Сан-Сальвадора. Потом из-за внутренних конфликтов из ФМЛН его исключили. И на президентских выборах Букеле уже выступал от другой, малой партии. Но выиграл, получив 53% голосов. Дальше поговорим о том, почему Букеле начал попадать в мировые заголовки. Сначала небольшая реклама, посмотрите, пожалуйста. Прошел уже почти месяц с тех пор, как Роскомнадзор заблокировал звонки в Телеграме и WhatsApp. Тут же Google Meet поднялся до 5-й строчки в топе установок в российском App Store. До блокировки звонков в мессенджерах он, если что, даже в топ-50 не входил. Спикеры от Госдумы тут же сказали, что не переходите на Google Meet, иначе и его заблокируем. И теперь он работает в России с перебоями, у некоторых вообще только с VPN. Сейчас начали говорить, что и Zoom надо заблокировать. Поэтому вместо того, чтобы искать альтернативу привычным мессенджерам, лучше сразу установить себе хороший платный VPN. Лучше заплатить и поставить себе надежную защиту от блокировок, чем остаться в неподходящий момент не только без YouTube, но и без связи с близкими и без звонков. Присмотритесь, например, к Durif VPN с новейшими протоколами, которые обходят даже самые жесткие блокировки. Durif VPN умеет маскировать трафик так, что провайдеры не заметят, что вы пользуетесь VPN. Благодаря этому соединение стабильно даже тогда, когда другие сервисы уже не работают. Установить Durif VPN можно буквально за пару минут через Telegram-бота или официальный сайт. Как вам удобно. К одному аккаунту вы сможете подключить до 10 устройств. На всю семью хватит, еще и на телевизор останется. А если пригласите знакомых, то получите бонусные дни или деньги, что сами выберете.
Так что подключайтесь к Дурев VPN и друзей приводите. А промокод КАЦ даст вам скидку на 25% на любой тариф. Это, кстати, повышенная скидка специально для моих зрителей. Выгоднее обычного. Ссылка в описании под роликом. Букеле довольно быстро попал в мировые заголовки из-за двух вещей. Во-первых, он вполне молод и уже достиг нешуточных высот, что в большой политике явление редкое и оттого привлекает внимание мировых СМИ. Во-вторых, он неожиданную идею выдвинул – инвестировать в крипту. Мало того, что само государство закупилось биткоином, так биткоин еще и сделали легальным платежным средством. При том, что своей валюты у Сальвадора фактически нет. Тут 25 лет используются американские доллары. В биткоинах предполагалось платить налоги, рассчитываться в любых магазинах на территории страны. За использование этой криптовалюты давались льготы. Выкатили даже план нового города в джунглях с низкими налогами – Биткоин-Сити, где должны массово майнить крипту. Идея разлетелась по всему миру, но не понравилась примерно никому. Сальвадорцы в большинстве своем вообще не понимали, что это за биткоин такой и как его хранить под матрасом. А международные банки покрутили пальцем у виска, потому что биткоин, мягко говоря, актив нестабильный. Букеле программу в итоге свернул, потому что правительство как раз захотелось взять займ у МВФ, а тот поставил условие прекратить заниматься дурью. Правда, Биткоин-Сити строить продолжают. Но это все не так важно, это просто причина, по которой о Букеле узнал весь мир. Самое же главное, чем занялся президент Букеле – борьба с преступностью. С теми самыми бандами, которые отравляли жизнь всей стране и мешали ее развитию. Еще в 2019 году Букеле объявил план территориального контроля – программу по уничтожению преступности. Суть программы простая. Больше полиции на улицах, привлекаем армию и боремся в лоб. Этих мер оказалось недостаточно, и в 2022 году Букеле ввел в стране чрезвычайное положение. Отныне полиция и армия могли особо не задумываться о всяких там юридических вопросах и просто всех ловить. Стали арестовывать больше людей. Суды проводили массовые, по 500 человек за заседание. Процесс пошел быстрее. А самым известным и символическим нововведением Букеле стал СИКОТ, что расшифровывается как Центр содержания террористов. Это тюрьма, инновационность которой заключается в том, что она огромная. В СИКОТ 40 тысяч мест. Она жестко охраняется армией и полицией и находится далеко от крупных городов. Условия содержания там, сами понимаете, какие. Наполнение тюрьмы стало главным элементом плана безопасности Букеле. Помните, в «Игре престолов» Тирион и Варис спрашивают Брона, как он решил проблему воровства в столице. И Брон им отвечает: «Ну, мы поймали всех воров, которых знаем, и их того-этого». And how did you accomplish this marked drop in thievery? Me and the lads rounded up all the known thieves. For questioning? No. До казни в Сальвадоре не дошло, но принцип тот же. Букеле просто посадил в тюрьму всех, кто может быть членом банды. Суды не нужны, просто берешь и арестовываешь кого надо, и на фургончике везешь в супертюрягу. Поскольку нет суда, то нет и срока. Людей просто оставляют там навсегда. Ну или, по классике, пока Букеле не уйдет. Букеле сам признает, что на пути к успеху силовики успели упаковать в тюрьмы и невиновных людей тоже. Он даже заявил: из тюрем выпустили целых 8 тысяч таких случайно пойманных сальвадорцев. Однако, сколько невиновных в тюрьме осталось, Букеле не говорит, да и точных данных нет. Оппозиционеры в парламенте утверждают, среди всех, кого арестовали за время чрезвычайного положения, таких может быть аж до 40%. В общем, по классике, лес рубят, щепки летят. Но в кои-то веке и лес реально вырубили. Жесткий план Букеле сработал, и уровень убийств просто рухнул. В 2019 году, когда Букеле пришел к власти, в Сальвадоре произошло 2400 убийств. В 2024 году, после его плана, 114. В пересчете на душу населения это меньше, чем в любой другой латиноамериканской стране. Раньше сальвадорцы боялись выходить из дома из-за риска быть убитыми. Страдали люди и страдал бизнес. Теперь, как говорят в интервью журналистам сальвадорцы, можно ничего не бояться. Всех поймать и всех посадить в тюрьму оказалось глубоко недемократичным, но чрезвычайно эффективным способом побороть преступность. Ну и сальвадорцы тоже довольны. В 2022 году план территориального контроля поддерживали 92% жителей страны. Остальные, видимо, как раз содержались в той самой тюрьме. У самого Букеле рейтинги гигантские. Плавают около 90% и ни разу не опускались ниже 75%.
Вполне понятно почему. Раньше было страшно даже за продуктами выйти, а теперь можно нормально жить. Казалось бы, отличная история получилась. Страна спасена, всех плохих ребят посадили, в небе радуга, вокруг счастья. И в принципе так и есть. Применять сильную руку пробуют во многих государствах, но работает это далеко не везде. У Букеле реально сработало. Но, как и можно было ожидать, президент-победитель не ушел на покой с чувством выполненного долга. Букеле стал консолидировать власть. Чтобы править вечно, сначала надо было как минимум избраться на второй срок. А тут загвоздочка. Сальвадорская конституция не позволяет действующему президенту переизбираться второй раз. Чтобы обойти это ограничение, Букеле сделал ход конем. За полгода до выборов он передал президентские полномочия не пост президента, а именно полномочия своему личному секретарю Клаудии. В этот прикол не поверил никто. И оппозиционеры, и избиратели понимали, что Букеле продолжает править страной. Но Верховный суд постановил: раз ты не действующий президент, то ладно, можешь избираться на здоровье. Словом, Букеле идет с опережением графика. Даже не потребовался целый медведевский срок посередине. В общем, всех покорежило, но на выборы Букеле таки пошел и набрал 85%. А совсем недавно, летом этого года, провел через парламент то, что мы с вами так любим и уважаем – поправки в Конституцию. Теперь президентский срок не 5, а 6 лет, второй тур на выборах отменили, можно победить, не набирая 50%, ну и все ограничения на число сроков тоже отменили. Теперь один человек может оставаться у руля до бесконечности. Дальше парламент. В 2020 году Букеле устроил, скажем так, акцию, которая полноценно продемонстрировала его методы политической борьбы. Парламент он тогда еще не контролировал, большая часть мест в ассамблее была у старых партий. Букеле нужно было, чтобы парламент одобрил займ у США в $100 миллионов, а депутаты это делать не хотели, отказывались. Тогда президент привлек армию и прямо с солдатами пошел в зал заседаний. Сел в кресло спикера, толкнул речь и начал молиться. Солдаты все это время стояли неподалеку, что открыто намекало депутатам: сопротивляться не нужно, нужно проголосовать как надо. Ну а сейчас-то у Букеле с поддержкой в парламенте все хорошо. В 2021 году новая партия Букеле взяла в парламенте больше половины мест и с союзниками набрала конституционное большинство. А в 2024 его партия вообще получила 54 из 60 мест в парламенте. Таким образом, править дальше Букеле может как хочет и сколько угодно. Конечно же, достается и журналистам. Критика в прессе Наибу Букеле категорически не нравится. Недавно местная газета «Эль Фара» опубликовала расследование о том, что Букеле на самом деле контактировал с руководством преступных группировок и что его успех в борьбе с бандитами отчасти результат сговора. Буквально через несколько дней прокуратура выдала ордер на арест журналистов, причем по статьям, по которым обычно сажают как раз членов банд в ту самую тюрьму. Также в Сальвадоре арестовывают активистов и юристов-правозащитников. Международные организации перестраховываются и переносят офисы в соседние страны, например, в Коста-Рику. Ну и, наконец, вишенка на торте – дружба Букеле с президентом США Дональдом Трампом. Трампу импонирует стиль правления Букеле. Он успешный, сильный лидер, давит оппозицию и прессу, рейтинги высокие. Трамп приглашал Букеле в Белый дом и всячески его хвалил. А главное, президенты заключили сделку. У Трампа сейчас в разгаре кампания по депортации мигрантов. Методы немного похожи. Хватают людей на улицах, отправляют в тюрьмы, ничего особо не проверяют и выдворяют из страны. А чтобы не заморачиваться, отправляют их в итоге в ту самую мега-тюрьму – Сикот. Условия содержания для высланных нелегальных мигрантов там такие же, как и для местных бандитов. И что с ними делать дальше, никого особо не волнует. Особенно разлетелся кейс Кильмара Абрего Гарсии, сальвадорца, который в 16 лет сбежал в США как раз из-за угроз от бандитов. Границу он пересек нелегально, но американский суд выдал ему статус недепортируемого. Гарсия женился на американке и легально работал в Соединенных Штатах. Администрация Трампа без суда и следствия отправила его как раз в Сикот. А когда американский суд постановил его вернуть, чиновники развели руками. Он, мол, уже не у нас, обращайтесь к Букеле. На днях Букеле все-таки отправил домой некоторое число венесуэльцев, и те рассказали, что их в тюрьме пытали и избивали. Если так достается иностранцам, то можно представить, как надзиратели ведут себя с гражданами Сальвадора. Политический путь Наиба Букеле не особо оригинален. В истории многих стран лидеры избирались с мандатом на решение какой-то крупной проблемы, а затем консолидировали власть и превращались в диктаторов. Сам Букеле говорит, что его в целом не волнует, как его называют.
Главное, что с сальвадорской организованной преступностью он борется успешно, и народ за него горой. Но в целом, президента Сальвадора уже действительно можно назвать диктатором. У Букеле есть полный контроль над правительством, парламентом, судами, армией, и нет никаких конституционных ограничений. Да, в интервью сальвадорцы хвалят Букеле за безопасность в стране, но признаются, что не чувствуют свободы честно говорить о проблемах. А проблемы есть, ведь не одни и только бандиты во всем виноваты. Сальвадор по-прежнему очень бедная страна. По данным Всемирного банка, с 2019 по 2023 год число сальвадорцев за чертой бедности выросло с 27 до 30%. Госдолг тоже не маленький. Собственно, потому правительство Букеле и пошло к МВФ за займом, из-за которого пришлось свернуть использование биткоина. Все проблемы Сальвадора можно решить, но самый логичный путь к этому – нормальная демократия со свободным обсуждением проблем и поиском решений. В Сальвадоре сейчас этого нет. Пока граждане Сальвадора положением дел довольны. Как минимум потому, что очень рады из-за победы над бандами преступников. Но другие проблемы никуда не делись, а со временем появляются и новые. И если Букеле с ними не справится, то что делать решительно непонятно. Конкурировать с ним на выборах уже, в общем-то, нельзя. Да и самому Букеле, судя по всему, гораздо интереснее оставаться у власти на неопределенный срок, чем заниматься ростом экономики Сальвадора. При этом Букеле сейчас всего 44 года, так что править он может еще очень долго. В завершении важно заметить, в мире есть примеры стран, которым сильная рука и авторитарное правление пошли на пользу. Их мало, намного меньше, чем таких, где подобное правление привело к катастрофе. Но тем не менее, такие страны есть. Обычно в таком контексте упоминают Сингапур, где первые 30 лет после независимости страной правил авторитарный премьер-министр Ли Куан Ю. Он превратил Сингапур из крошечной бывшей колонии в одну из самых быстро растущих экономик Азии, крупнейший финансовый центр с высоким уровнем жизни. Сделал он это, притесняя оппозиционные партии, контролируя прессу и сохраняя власть десятилетиями. Но Сингапур редчайший, практически единственный пример. Обычно сильная рука никакой толчок развитию страны не дает. В Южной Корее, например, до, во время и после Корейской войны страной правил диктатор Ли Син Ман. И в те времена Южная Корея была менее развита, чем Северная. В Зимбабве Роберт Мугабе, первый лидер страны после конца апартеида, довел страну до комического уровня гиперинфляции, когда деньги носили чемоданами. Ливийский диктатор Муаммар Каддафи, икона мировых антиглобалистских революционеров, в конечном итоге начал стрелять по протестующим и погиб в трубе. Пока что не очень ясно, какой у Букеле большой план на развитие Сальвадора, помимо победы над бандами. Его экономическая политика смешанная. Он урезает траты на существующий госсектор, например, на больницы, и одновременно предлагает большие госпроекты, вроде скоростных поездов или новых библиотек. Он дружит с Трампом, в то же время не стесняется брать деньги у Китая. Госдолг не сокращается, а рост ВВП за все годы так и остался на уровне 2%, что для такой бедной страны, как Сальвадор, очень мало. То есть никакого не то что экономического чуда, но даже нормального для развивающейся страны роста там не видно. Но какого курса, решений или предложений можно ожидать от Букеле в будущем, когда он выиграет разрешенные ему теперь третьи и четвертые выборы, непонятно. Сам политик никаких заявлений на эту тему пока не делает. Времени у него еще очень много. Мы же пожелаем Сальвадору и Букеле пойти по наиболее успешному пути. Если уж и становиться реальной и устойчивой автократией, то только в качестве второго Сингапура. До завтра.